Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что или кто вас удивит? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кто хочет записаться на личные консультации, телефон под видео, ребятушки. Итак, ой, какой трэш был в вашей жизни. Вот знаете, ничего себе, вот это карты. Знаете, ваша жизнь это сплошная трагедия. Здесь могут проигрываться довольно разные ситуации, поскольку это общий расклад. Здесь и предательство, здесь и измены. Здесь и может быть предательство друзей, не только женщины, да. Здесь проблемы серьезные могут быть по работе, вот по финансам, да. Но несмотря на это, вы выстояли, вы довольно стойко вытерпели все вот эти вот тяготы жизни. Вы уже настолько вот закаленные в боях, что, ну я не знаю, вас, наверное, тяжело вообще чем-то удивить в этой жизни. Напишите, есть такой момент или нет. То, что вы женщинам не доверяете, это однозначно. Причем вы перестали доверять именно после предательства. Когда-то вы были, ну, довольно такой доверчивый. Вы слепо верили женщине. После того, когда вам именно вот эти вот такие довольно тяжелые травмы души и сердца женщина нанесла, после этого вы, наверное, уже даже сами в себе будете сомневаться. Но, несмотря ни на что, у вас произошли крутые перемены. Давайте будем смотреть, что же это за перемены. Смотрите, какой-то период вы, ну, можно сказать, были, ну, так, знаете, как ходячий зомби, назовем это, да, чтобы не говорить другие не очень приятные слова, вот после того, что вы пережили. Это в каком-то смысле, да, вот как бесчувственный робот. Это человек, ну, который вообще как будто, вот знаете, не чувствовал ничего, никого, в душе полный штиль. Вот именно после такого вот тяжелого душевного ранения, так скажем, да. Вот вы просто тем, что произошло в вашей жизни, вы были сражены наповал. Это проиграется, у каждого своя ситуация, это понятно, потому что общий расклад. Знаете, как будто был период, у кого-то сейчас он может быть, вы были как будто, знаете, в подвешенном состоянии, вот между небом и землей. Вот земля уходит из-под ног, вот это было про вас. Это абсолютное нежелание что-либо делать, да. Это могла быть потеря аппетита, потеря сна, не хотелось вообще ни с кем общаться, да. Я думаю, это ваши друзья, приятели все, конечно же, заметили, но они отнеслись очень так с пониманием, они вас особо не беспокоили. Я не скажу, что у вас нет людей в вашем окружении, которые не помогут вам. Они, конечно же, есть. Просто они настолько вот деликатно отнеслись к вашей такой вот трагической ситуации, которую вы переживали. Это было, знаете, вот на уровне того, что вот, допустим, вам друзья сказали, что если будет нужна помощь, всегда обращайся в любое время дня и ночи. Но вы такой человек, что вы вот привыкли как-то особо не жаловаться. Вот вы не жалуетесь, как бы вам тяжело не было, вы привыкли все свои проблемы по жизни решать сам. Вам даже как-то неловко, вам неудобно, ну, напрягать своими какими-то заботами, хлопотами других людей. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Здесь может быть, знаете, вот ситуация, когда вот вам было плохо, вы общались, ну, разве что только с детьми. Вот у кого есть дети, вы могли общаться только с детьми, ну, может быть, еще родители, у кого есть родители, особенно в возрасте. Больше ни с кем не хотелось. Вот не хотелось, потому что, ну, это был просто трэш. Это даже, знаете, это, ну, реально, вот как говорят, живой труп ходячий просто. Ну, просто вот зомби, да, ты ходишь, кто-то мог даже лежать, вот смотреть в одну точку, вот просто, вот как прострацией какой-то. Далее я вам скажу, что вот эти тяготы, они вас в чем-то, в принципе, даже закалили.
Вот они закалили, и теперь вот вы, во-первых, вы очень близко к себе не подпустите. Даже какой-то период вы даже женщин к себе не подпускаете. Я не вижу от слова совсем рядом с вами женщины. Вот я не вижу женщины, которая была бы именно вашей половинкой, с которой вы хотели бы построить, допустим, серьезные отношения, с которой вы семью хотели бы построить. Я не вижу женщины, которая даже как-то сама осмелилась бы к вам приблизиться, потому что, ну, то ли у вас такое, знаете, выражение лица, может быть, было, ну, довольно грозное. У кого-то, может быть, наоборот, это очень такое грустные глаза. Это всегда очень видно, когда человек в грусти, в печали, да. Ну, то есть, знаете, такое ощущение, что женщины какой-то период, ну, либо же сейчас у кого-то проиграется, вот такое ощущение, что они обходят вас стороной. Но вас это абсолютно не напрягает, потому что вообще не до женщин. Еще раз напоминаю, ребят, кто-то пережил этот период, да, потому что у каждого свои сроки расставания. Кто-то сейчас проживает, те, кто не так давно разошелся. То есть здесь женщин вообще от слова совсем. Здесь довольно много мечевых карт, да. Здесь много такой, знаете, агрессии. Вы стали более такой логичный, что ли, человек. Вот раньше вы жили сердцем, сейчас вы больше живете логикой. Это, кстати, у нас уже не первый раз проигрывается в наших раскладах. Вот все-таки вот эти вот все жизненные тяготы, все проблемы, они как-то вот, ну, дают о себе знать. Это не бесследно, это не проходит. Я вам скажу, что, знаете, да, здесь и дьявол побывал в вашей жизни. Смотрите, здесь проигрывается ситуация, когда вот хотела бы особое внимание обратить некоторые, опять же, да, и почему все время говорю некоторые, потому что общий расклад. В вашей жизни присутствовала, либо же и сейчас, да, вот присутствует магия, если вы не делали чистку, не делали диагностику, вам было еще сделано на одиночество. Это довольно такая, ну, неприятная тема, да, поэтому я сейчас обращаюсь к тем, кто за собой, может быть, замечает, что вы вот, допустим, давно разошлись, уже немного отошли от этого горевания, да, от такого состояния, но вы понимаете, что что-то не то, вы не можете устроить свою личную жизнь, вы не можете завязать именно серьезные отношения. Однозначно здесь сделано по дьяволу, вам сделано на одиночество. Поэтому, если у кого есть вопросы, записывайте, сделаем диагностику, почистимся и сделаем, поставим защиту. Здесь проигрывается, смотрите, очень такая ситуация, ну, довольно неприятная. Здесь не только даже на одиночество, здесь еще может быть сделана порча и по здоровью. Поэтому смотрите, кто себя чувствует довольно как-то плохо, непонятно как, да, вот, то есть вроде бы и у врачей был, врачи не могут ничего найти, да, то есть вот такие ситуации могут быть. Здесь тоже и по здоровью ударила чисто вот магически, да, вот порча ударила еще по здоровью. Далее, давайте-ка будем все-таки разбираться, что же вас удивит, да? Что же такое произойдет? Ох, вы такой мечевой король стали. Были кубковый король, стали мечевой. Смотрите, в вашей жизни произойдет такая ситуация, ну, я бы назвала, не знаю, экстраординарная, как хотите. Это будет ситуация, когда вы будете не дома. Но здесь магия однозначно, ребят. Магия у многих из вас может быть. Слишком много карт выпадает, которые означают магию. Смотрите, значит, эта ситуация будет, когда вы будете где-то, ну, может быть, в компании в какой-то, да. Я не говорю, что это какая-то там, ну, типа корпоратива, да. Однозначно, это будет какая-то компания, и вы, будучи в этой компании, можете, ну, то ли лично увидеть, да, вот как жена вашего друга, приятеля, да, родственника, может быть, что она
ну, как бы изменяет, да. То есть могут быть какие-то факты, либо вы где-то увидите ее с кем-то, либо же, ну, какие-то еще, я не знаю, даже много может быть разных фактов, да, ну, что-то такое вы увидите, заметите какие-то факты и измены. Может быть, вы будете рядом сидеть, да, допустим, с чьей-то женой в компании, и увидите, как она переписывается с другим мужчиной. Ну, то есть вот в таком плане. Причем это вас шокирует до такой степени, что вы никогда бы не могли подумать, что эта женщина может быть предательницей. Потому что ее семью, вот, ну, мужа, семью, да, возможно, это ваш друг, коллега, ну, то есть близкий к вам человек, вы никогда бы не поверили, что у них могут быть какие-то проблемы, между собой проблемы. Они всегда на людях очень такие, знаете, образцово-показательные. Они всегда вежливые друг к другу. Они всегда, ну, чуть ли не за ручки держатся, вот как молодожены. Вас настолько это удивит, вас настолько это потрясет, вы даже будете в замешательстве, да, ну как же так? Причем вас это еще раз вот как-то по-своему, я бы даже сказала, что как-то травмирует, хотя это и не ваша женщина, да, но тем не менее вам будет вот за этого вашего друга либо приятеля, вот, который является ее мужем, вам будет как-то, ну, именно до глубины души обидно, что ну как же, вы же такая семья, даже у вас же такая любовь, вот в таком плане. И почему-то, вот знаете, эта ситуация вас настолько тронет до глубины души, что вы на какой-то период даже сами вот замкнетесь еще больше. Даже если вот вы вышли из этой грусти и тоски, все равно как-то вас очень травмирует эта вот, казалось бы, чужая ситуация. Знаете, вот могут появиться даже мысли, что все женщины одинаковые. Вот все женщины одинаковые. Вам хочется семью, а вы видите, что ну, прекрасно, не то чтобы видите, вы знаете, и у того друга, допустим, жена изменяет, и у этого изменяет, да, ну, то есть вы видите то, что происходит даже по своим знакомым, не только по своему опыту. Потому что, вот знаете, вы человек, несмотря на вот эту вот боль, которая была в вашей жизни, вы настолько вот именно семейно ориентированы, для вас как-то вот семья это все. Семья это ваша крепость, это ваш такой, я не знаю даже вот каким словом назвать, это ваш надежный тыл, да. И здесь вы увидели предательство чужой женщины, и вы снова как будто вернулись назад, вернетесь, вернее, назад, да, в свои прежние отношения. И как будто, вот знаете, вот сначала вы переживете эту боль, которая была у вас после разрыва. Давайте посмотрим, узнает ли ваш приятель, вот либо же знакомый, может быть, друг, да, коллега. Здесь обман однозначный, обман. Знаете, я думаю, он не узнает. Причем, что самое обидное, этот ваш вот друг, либо же приятель, которого жена изменяет, он довольно сильно ее любит. И вы увидите в этой ситуации как будто отзеркаливание того, что было в ваших отношениях, в ваших прежних отношениях. На какой-то период, да, это вас, ну, как бы заново, знаете, как будто вот в коробочку спрячете снова свои чувства, эмоции, и все как-то вот замкнетесь на какой-то период. Я думаю, вы не будете признаваться своему другу-приятелю, что у него жена такая вот, просто потому что вы побоитесь его травмировать, плюс у вас нет как таковых доказательств. Да, возможно, вы что-то и увидели, но вы не захотите делать ему больно, потому что вы это переживали все. Вы понимаете, что если вот вы ему скажете, что вот, дорогой, у тебя жена изменяет, да, вы понимаете, как сильно вы сделаете ему больно. Вы не хотите обижать хорошего человека. Не просто потому, что он ваш там приятель, друг, коллега. Да, вы знаете, что он очень хороший человек, и он тоже очень хороший семьянин. Но, к сожалению, вот не повезло ему с женой. В принципе, как и вам. Вы как два брата по несчастью.
Эта ситуация вас настолько удивит, да, даже шокирует. Вот шокирует, потому что вы не от кого, но от этой женщины вы точно не ожидаете предательства. Знаете, вот я вам скажу такой момент, что, в принципе, пусть вас такие ситуации не удивляют. Потому что когда люди, ну, семейные пары, да, когда они где-то выходят в общество, да, в компании, где угодно, в социум, так скажем, ну, не зря говорят «чужая семья потемки». Вот когда люди выходят, они могут играть, ну, реально роль, да, это может быть роль влюбленных, это может быть роль кого угодно, да, они могут притворяться, они могут сюсюкаться друг с другом. То есть, ну, довольно часто так бывает, смотришь, да, на пару и думаешь, боже, какая у них любовь. А потом, когда тебе рассказывают, да, люди, которые их, ну, так, поближе знают, то просто диву даешься, ну, как так можно притворяться, да, ну, как? Что бывают ситуации, когда люди, ну, живут как кошка с собакой, что они уже чуть ли не на грани разрыва, но они стараются вот перед там родителями, перед друзьями, они стараются притворяться там. Да, дорогой, как скажешь, дорогой, такая вся любящая жена. Ну, то есть это, конечно, трэш по-своему, но таких ситуаций очень много. Поэтому пусть вас это не удивляет, то, что вы иногда видите вот оболочку, находясь в компаниях, еще где-то. Ну, чужая семья потемки это 100%. Далеко не каждый друг будет изливать свою душу и рассказывать, как ему плохо с женой. Просто, ну, чтобы не позориться, так скажем, да. Вы, мужчина, ведь прекрасно знаете, что все свои проблемы вы, как правило, держите глубоко в себе. Ну, разве что самые-самые такие близкие, надежные друзья могут знать какие-то ваши душевные страдания, переживания. Поэтому эта ситуация вас, знаете, вот на какой-то период снова отведет, оттолкнет, вот, ну как угодно называйте, от женщин, даже от желания знакомиться с женщинами. Как будто вы еще больше в них разочаруетесь. Вот несмотря на то, что вы семейный человек, вот эта ситуация с вашим вот другом, приятелем, либо же с коллегой, у кого как, она настолько снова повергнет вас в такую пучину переживаний, в пучину недоверия к женщинам, в пучину сомнений, да, что вы будете какой-то период вот отходить от этого, знаете, ну такой, мой шок в шоке называется. Ну как, да, вот такая женщина, как она могла вот в таком плане. Да, скорее всего, вот у вас есть такие пара-тройка друзей, такие, что самые близкие, самые надежные. Вот у кого-то из них может проиграться, что жена такая неблаговерная, так скажем. Хоть и хороша она собой, хоть и довольно такая популярная у мужчин. Красивые женщины довольно часто нравятся мужчинам, но это не значит, что это дает им повод изменять. Я думаю, вы со мной согласны. Поэтому вот такой шок будет в вашей жизни. Это даже, знаете, не то, что шок, это еще какое-то дополнительное разочарование в женщинах. Это дополнительное недоверие к женщинам. Но тем не менее, давайте все-таки посмотрим, пройдете вы этот период или же нет. Вот поверите ли вы в женщин снова? Да, какой-то период абсолютно вот пучина такая будет штормить вас после этого случая. Вы поверите, но для этого понадобится время. Вы залечите свои душевные раны вот после вот этого вашего шока с вашим там другом-приятелем. Вы поверите в женщин, вы поверите, причем это будет совершенно новая ваша любовная история. Даже брак вот выпадает у некоторых, может проиграться. Либо же гражданский брак. Вы поверите, но опять же это будет определенный отрезок времени. Поэтому вот такой расклад был сегодня, ребята. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!